Аркоксия применяется для симптоматической терапии следующих заболеваний и состояний: остеоартроз, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, болевоспалительная симптоматика, связанная с острым подагрическим артритом, терапия умеренной и выраженной острой боли после стоматологических операций. Способ применения и дозы. Препарат принимают внутрь, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды. При остеоартрозе рекомендуемая доза составляет 60 мг один раз в сутки. Суточная доза при остеоартрозе не должна превышать 60 мг. При ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите рекомендуемая доза составляет 90 мг один раз в сутки. Суточная доза при ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите не должна превышать 90 мг. При остром подагрическом артрите рекомендуемая в остром периоде доза составляет 125 мг один раз в сутки. Суточная доза при остром подагрическом артрите не должна превышать 120 мг. Продолжительность использования препарата в дозе 120 мг составляет не более 8 дней. Следует использовать минимально эффективную дозу минимально возможным коротким курсом. Средняя терапевтическая доза при болевом синдроме составляет однократно 60 мг. Острая боль после стоматологических операций. Рекомендуемая доза составляет 90 мг один раз в сутки. При лечении острой боли препарат Аркоксия следует применять только в острый симптоматический период, ограниченный продолжительностью не более 8 дней. Суточная доза для купирования боли после стоматологических операций не должна превышать 90 мг. У пациентов с печеночной недостаточностью рекомендуется не превышать суточную дозу 60 мг. Противопоказания. Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух, и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных средств, в том числе в анамнезе. Эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение, воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит в фазе обострения, гемофилия и другие нарушения свертываемости крови, выраженная печеночная недостаточность, более 9 баллов по шкале Child-Pugh, или активное заболевание печени, почечная недостаточность тяжелой степени, прогрессирующие заболевания почек, подтвержденная гиперкалиемия, период после проведения аортокоронарного шунтирования, заболевания периферических артерий, цереброваскулярные заболевания, стойко сохраняющиеся значения артериального давления, превышающие 140/90 при неконтролируемой артериальной гипертензии, беременность, период лактации, грудного вскармливания, детский возраст до 16 лет, повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата. Применение при беременности и кормлении грудью. Препарат противопоказан при беременности и в период лактации. Применение препарата может отрицательно влиять на женскую фертильность и не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Особые указания. Прием лекарственного средства Аркоксия требует тщательного контроля артериального давления. Всем пациентам при назначении препарата следует проводить мониторирование артериального давления в течение первых 2 недель лечения и периодически в дальнейшем. Также следует регулярно контролировать показатели функций печени и почек. В случае повышения уровня печеночных трансаминаз в 3 раза и более, препарат должен быть отменен. Учитывая возрастание риска развития нежелательных эффектов с увеличением продолжительности приема, необходимо периодически оценивать необходимость продолжения приема препарата и возможность снижения дозы. Не следует применять препарат одновременно с другими нестероидными противовоспалительными средствами. Оболочка препарата Аркоксия содержит лактозу в незначительном количестве, что следует учитывать при назначении препарата больным с лактазной недостаточностью. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Пациенты, у которых отмечались эпизоды головокружений, сонливости или слабости, должны воздержаться от занятий, требующих концентрации внимания. Условия хранения и срок годности. Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 градусов. Срок годности 3 года.